Всем панкейк, дорогие друзья! Бывали ли вы когда-нибудь на волоске от смерти? Каждый год умирает более 60 миллионов человек во всем мире. И даже страшно подумать, как внезапно это может произойти. Но везунчики, о которых мы сегодня расскажем, смогли выжить в самых экстремальных ситуациях. Девушка, которая попала в книгу рекордов Гиннесса. Но как? Эта история произошла в 1972 году. Весна Вулович, 22-летняя югославская стюардесса, которая только начинала свой путь в этой непростой профессии. Она вылетела из Стокгольма в Белград на самолете McDonnell Douglas DC-932 авиакомпании Yugoslav Airlines. И когда самолет пролетал над немецким Херсдорфом, он исчез с радаров, а через 46 минут после вылета взорвался в воздухе. Самолет разломился пополам и упал с высоты 10 160 метров. Из 28 человек, которые находились на борту, удалось выжить только Весне Вулович. Конечно, у нее было множество переломов после такого сильного удара. Были сломаны ноги, ребра, 3 позвонка и череп. И если бы рядом с местом трагедии не оказалось бывшего военного врача Бруно Хонке, девушка вряд ли дождалась бы медицинской помощи. Обломки самолета были разбросаны по очень большой территории, и поиски тел могли бы занять несколько суток или даже недель. Но, к счастью, Бруно Хонке смог оказать девушке первую помощь. Бруно обнаружил, что у меня есть слабый пульс, и оказал первую помощь. Все делал очень правильно. Например, не пытался двигать мое тело, заметив, что у меня сломан позвоночник, говорила Весна Вулович в одном из многочисленных интервью. Лечение и восстановление девушки было долгим и тяжелым. Она провела в больнице год и 4 месяца, и первое время совсем не могла двигаться. Врачи уверяли, Вулович больше никогда не сможет ходить. Но девушка была очень упорной и все же смогла восстановиться полностью. Имя Весны Вулович было занесено в книгу рекордов Гиннесса. 10 160 метров – это самая большая высота, после падения с которой удалось выжить человеку. Слышали ли вы когда-нибудь о речи, что спасла экс-президента Соединенных Штатов Америки? Эта история произошла 14 октября 1912 года, когда Теодор Рузвельт собирался в ходе предвыборной кампании выступить с речью перед толпой в Милуоке. К этому году он уже успел побывать президентом 2 раза и теперь избирался на свой 3-й срок. У Теодора Рузвельта было немало неприятелей, несмотря на хорошие рейтинги. Шла активная политическая борьба между демократами и республиканцами. Джон Шренк выстрелил в Рузвельта из револьвера 38-го калибра, но пуля застряла в груди политика после того, как ударилась в стальной футляр для очков и в 50-страничную копию речи, которую он нес во внутреннем кармане пиджака. Услышав выстрел, толпа ахнула. Телохранители Теодора Рузвельта тут же схватили преступника. Что же касается самого политика, то он словно споткнулся, но потом выпрямился и поднял шляпу с ободряющей улыбкой на лице. Его помощник Гарри Кохем спросил кандидата в президенты, не ранен ли он, и Рузвельт уверенно ответил: «Он просто ущипнул меня, Гарри». Затем политик все-таки произнес запланированную речь, начав ее такими словами: «Дамы и господа, не знаю, понимаете ли вы, что в меня только что стреляли, во мне сейчас пуля». И говорил он 1,5 часа, пока его рубашка была пропитана кровью. Только после выступления Теодор Рузвельт согласился отправиться в больницу. Впоследствии зонды и рентген показали, что пуля застряла в грудной мышце, не задев жизненно важных органов. Она не пробила плевру, и было бы опаснее извлекать ее, чем оставить все как есть. В результате Рузвельт потом носил эту пулю до конца своей жизни. А когда его однажды спросили о пуле внутри, он со смехом ответил: «Я не возражаю против этого больше, чем если бы она просто лежала в кармане моего жилета». История, по которой сняли фильм, произошла 26 апреля 2003 года. Аарон Ралстон, опытный альпинист, отправился обследовать каньон Блу Джон в южной части штата Юта. Туда он пошел совсем один, не сказав никому из родных и близких о своем путешествии. Оставив свой пикап на стоянке, мужчина пересел на горный велосипед и поехал дальше. Через 15 миль и велосипед пришлось оставить и пойти пешком. Когда Аарон стал спускаться в одно из ущелий, большой валун, перекрывший мертвую расщелину, вдруг покатился и намертво прижал его правую руку к стене щели. И вот так, прижатый тяжелым камнем, Аарон провел в этой расщелине больше 5 суток. Первые часы Аарон пытался сдвинуть валун с места с помощью сподручных средств и альпинистского снаряжения, но попытки были тщетны. Потом стал дробить камень. Из этого тоже ничего не вышло, только затупился нож. Еды и воды у него было мало. Мобильная связь тут не работала, а предупредить никого он не успел о том, что едет в этот район. Это означало, что на спасателей рассчитывать было нельзя.
Все 5 суток Аарон практически не спал из-за невыносимой боли и пронизывающего холода. Когда закончился и запас воды, он начал пить собственную мочу, которая на 4-е сутки тоже закончилась. Тогда Аарон начал часто терять сознание и бредить. На 5-й день мужчине стало ясно, что единственный шанс выжить – это отрезать собственную руку. Так он и сделал. Ампутация руки производилась с помощью обычного перочинного ножика, который был уже порядком затуплен от продолжительных попыток дробления камня. Затем уже Аарону Ралстону удалось добраться до спасателей. Так мужчина лишился руки, но смог сохранить свою жизнь. И что такое рука по сравнению с целой жизнью? По этой истории в 2010 году был снят фильм «127 часов». И если вас заинтересовала эта история, обязательно рекомендуем его к просмотру. Следующая ситуация, попавшая в книгу рекордов Гиннесса, это история мужчины с самой необычной судьбой. Рой Салливан, человек, который смог пережить 7 ударов молнии. Уважаемые зрители канала Панкейк, если вам интересно узнать, что же произошло с этим и другими везунчиками из нашего видео, то обязательно досмотрите его до конца. А также не забудьте поддержать наш канал лайком и подпиской. Желаем приятного просмотра. Все началось в 1942 году, когда Рой Салливан решил переждать грозу в только что построенной пожарной башне, и все бы ничего, да вот только на ней не успели установить громоотвод. Поэтому, когда в разгар стихии молния угодила прямиком в конструкцию, та незамедлительно вспыхнула. Спасаясь от огня, Салливан бросился на улицу, но пробежав буквально пару шагов, был атакован молнией, она попала ему в ногу. Отделавшись ожогом и прожженным до дыры ботинком, он выжил. Следующий инцидент произошел спустя 27 лет. В июле 1969 года Рой потерял сознание и остался с обожженными бровями. Молния застала его врасплох прямо в салоне грузовика. Дело в том, что американец ехал с открытым окном в непогоду. Спустя год неприятность настигла мужчину в саду, во дворе его собственного дома. Сначала она поразила близстоящий трансформатор, а уж потом и его самого, обрушившись на плечо и оставив сильный ожог. А после очередного удара в январе 1972 года у Роя сгорели все волосы на голове. И после таких неприятностей мужчина стал внимательнее относиться к правилам безопасности во время грозы, но даже это ему не помогло. Хотите верьте, хотите нет, но прическа не сохранилась и в 5-й раз. В 1973 году американец снова получил разряд, находясь в собственной машине. Рой Салливан и дальше продолжал притягивать молнию, пока она не попала в него в последние 2 раза. Во время прогулки по саду, а после в разгар рыбалки. Все случаи были официально задокументированы смотрителем национального парка, а также подтверждены врачами. Так Рой Салливан попал в книгу рекордов Гиннесса как человек, в которого целых 7 раз ударила молния. Американец прожил долгую жизнь и умер в возрасте 71 года. По слухам, он застрелился от неразделенной любви. Крупнейшее обрушение здания в современном мире. Мог ли в нем кто-нибудь выжить? Эта история произошла 24 апреля 2013 года. В Бангладеше, городе Савар, случилась катастрофа, обрушилось 8-этажное здание. В здании, имевшем собственное имя Рана Плаза, располагалось несколько крупных предприятий по пошиву одежды, немногочисленные магазины и банк. В общей сложности здесь работало около 5000 человек. Накануне происшествия 23 апреля на фасаде здания были обнаружены крупные трещины, и было приказано эвакуировать из него людей и закрыть все находящиеся в здании учреждения. Приказу подчинились банк и почти все магазины Рана Плаза, в то время как крупные одежные предприятия продолжили работу. На следующий день в утренний час пик произошло обрушение здания. По заявлению президента Ассоциации производителей и экспортеров одежды, в этот момент в здании находилось 3122 рабочих. Среди погибших, которых по окончании поисковых работ насчитывалось 1127 человек, было много работниц и их детей. Многим удалось выжить, но их очень долго доставали из-под завалов. Решма Бегум, последняя выжившая в этой катастрофе, она провела под завалами здания целых 17 дней. Девушка чудом уцелела и выжила, поскольку ей удалось найти небольшой запас еды и воды в разрушенной Рана Плазе. Спасатели обнаружили Решму, услышав стуки из-под завала. Это было крупнейшее по количеству жертв обрушения здания в современной истории. Вы когда-нибудь слышали о самом везучем-невезучем человеке на Земле? Именно такое прозвище получил Франо Селак, обманувший смерть целых 7 раз. Франо Селак был учителем музыки из Хорватии. Он 7 раз столкнулся лицом к лицу со смертью и каждый раз смог выжить. А в конце жизни еще и разбогател. Впервые это произошло в 1957 году. Автобус, в котором ехал мужчина, съехал с дороги и упал в реку. Селаку и водителю удалось выбраться. Они легко доплыли до берега. Мужчины отделались лишь несколькими незначительными порезами и ушибами. Следующая катастрофа произошла
произошла в 1962 году во время поездки на поезде. На рельсы упал валун, в результате чего поезд сошел с них и упал в ледяную реку Неретву. Селеку удалось разбить окно купе и выбраться из вагона, а также спасти жизнь знакомому, который ехал с ним. Франа Селек получил только перелом руки и переохлаждение. 17 других пассажиров замерзли или утонули в ледяной реке. В 1963 году Селек сел на чартерный рейс из Загреба в Риеку, чтобы навестить заболевшую мать. Это был его первый полет на самолете. В нем не было мест, но мужчине удалось убедить экипаж взять его с собой. Недалеко от аэропорта у самолета возникла техническая неисправность. Он начал терять высоту и в конце концов врезался в гору. Перед падением дверь самолета сорвало, и Селека выбросило на высоту 800 метров. Несмотря на все трудности, он приземлился в сток сена. Это спасло ему жизнь. В 1970 году Селек ехал на своей машине, когда она внезапно загорелась. Он успел покинуть автомобиль и отойти на безопасное расстояние за несколько секунд до того, как пламя добралось до топливного бака. В 1973 году еще одна поездка на автомобиле обернулась неудачей. Когда Селек был за рулем, из неисправного топливного насоса горячее масло попало в двигатель. В результате пламя вырвалось через вентиляционные отверстия. Хотя большая часть волос Франа Селека была сожжена, он не получил никаких других травм. В 1995 году в Загребе хорвата сбил автобус. В этот раз мужчина получил серьезные травмы, но выжил, что, учитывая серьезность происшествия, тоже было чудом. В 1996 году автомобиль Франа столкнулся с грузовиком. От удара его машину отбросило на край обрыва. Она пролетела около 100 метров вниз и приземлилась на дерево, которое смягчило падение и сохранило мужчине жизнь. Это была последняя из почти смертельных катастроф, которые Селек пережил за свою жизнь, но не последний раз, когда он сыграл со своей удачей. После всего пережитого мужчина решил сыграть в лотерею, и через несколько дней после того, как ему исполнилось 73 года, Франа Селек выиграл джекпот в размере около 900 тысяч евро. Он скончался в 2016 году в возрасте 86 лет, добрым, позитивным и счастливым. Эти счастливчики буквально родились в рубашке. Конечно, тяжело называть их везунчиками. Было бы лучше, если бы таких ситуаций вообще не происходило в их жизни. Но судьба распорядилась иначе. Если вам понравилось наше видео, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. И если вы знаете больше похожих историй или с вами случалось что-то подобное, делитесь вашим опытом в комментариях. А пока что мы благодарим вас за просмотр нашего видео. С вами был Панкейк. До следующего интересного выпуска.